При поддержке зрителей канала ДДХ Покер. Пришло время показать все, чему ты научился. Выложиться на все 100%. Доказать, что ты лучший из лучших. В турнире EPT онлайн за $5200. 4 миллиона у кого? Но не смей сомневаться в своих решениях. Хотелось заколить реально. И недооценивать своих соперников. И тогда у тебя появится шанс выиграть главный приз. $1 миллион. Глеб Тремзин. Типичный парень с окраины Архангельска, которому удалось стать покерным профессионалом. В 2015-м Глеб начинает профессиональную карьеру покериста, начав свой путь с фрироллов. В 2008-м становится вице-чемпионом Кубка России по спортивному покеру. В 2014-м выигрывает Мастер Классиков покер в Амстердаме. В 2015 году на EPT-12 в Праге на мейн-ивенте Глеб занимает второе место и получает более 700 тысяч евро. В 2016 году Глеб побеждает на PCA и EPT Мальта. В 2018 выигрывает в хоролерском турнире на EPT Сочи Grand Final. В 2020 выигрывает 215-й Saturday Shuffle, 109-й Mini Super Tuesday и 109-й Daily Cooldown. И это лишь малая часть от всех его побед. Куиво, новая звезда спин-офф из России. Знакомое имя. Алоха. Ukrainian Flavor, тоже топ-спиннер. Сантос, вчера с ним играли. EPT, Main Event за 5000. Это же Виктор Кудинов. Секван с большим стеком. Ну, то, что хотмарк есть, это неплохо. Где хотмарк, там весело. А где хотмарк и ЗАС, и Секван, там еще веселей. Пока нету кола, я не переживаю. $2,6 миллиона. Не сказать, что очень хорошая. Все равно там есть слоуплей какие-то, но их не так много. Каких-то двоек, троек, семерок там мало. Но на самом деле можно заколить. Все-таки у нас одна из лучших рук для блеф-кэтча. Я думаю, да, если там тузы, то тузы. Так и быть. Ну, мы подрейдим, сразу типа быстримся. Фу, терн опасный был. Цель достигнута. 5 миллионов. Следующая цель 6. Ты готов на все фишки сходить или нет? Отвечай. Готов. Будет. Ну, такое тяжело выиграть, да. Но по-другому мы не можем сыграть. У нас все еще 5 миллионов, пацаны. Хорошо быть миллионером, согласитесь. Хороший банк. Так, что было у нашего оппонента? Ну, у него мог быть туз валет с тузом этой масти. Может 2 дамы быть, может 2 девятки, может какие-нибудь туз 3. Давайте возьму 2 бет-семерки или 2 дамы. Давайте посмотрим. А там даже посильнее рука оказалась. 2 туза. Я, кстати, думал на ривере зафигачить all-in. И с 2 тузами, интересно, заколил бы он all-in или нет. Но это было бы близко. Ну, в любом случае, мы довольно приличный банк выиграли. Это хорошо. Ну, такое. О! Давай, надеюсь, у тебя 2 туза, парень. Все потеряно. Ну что, мне до ривера чекать? Ну, кстати, можно было, конечно, чекать до ривера. Ну, блин. Если у него слабый туз, то мы играем бет-бет-бет. Если у него короли, он играет кол-кол.
Если у него флеш-дрон играет, кол-кол. Ну, типа, я так играю уже какие-то, ну, блефы у меня есть, полублефы. Просто, видимо, у чувака там 6-5. Неплохой терн, да, у него больше туз королей, больше тузов. Но у меня тоже есть много десяток, много тузов. Мы одну точно тянем. Там смотрим. Да, будем ставить. Будем ставить 2. Надеяться, что у него ни тузы, ни туз 10. Это ужасная карта. Просто ужасно. Да, против него, конечно, сдают. Неприятно, но мы не будем в такую продолжать. Тут уже все очень плохо. Чек. Ну, может быть, к счастью, может у него какой-то каре, и он бы не выкинул. Такой ужасный ривер, блин! Бы хрен заколил ривер, ну просто с валетами, где у меня куча флешей, куча типа туз иксов, фулл хаусов, очень большой банк. Ну тут единственное, что мы могли, конечно, по терну сдаться, это как бы тоже нормально, но на самом деле у меня здесь просто нету блефов. Ну блин, мне их сложно очень придумать, поэтому мне приходится вот такие руки. И я думаю, это ок. Но он на ривере, понятно, колет. Но здесь мне пипец заблефовывать. То есть если он туза ему сложно выкинуть, мне надо all-in ставить. Но это такое самоубийство конкретно по этой доске. Он какой-нибудь туз-король с королем буби. Или туз-даму, туз-валет с одной бубушкой, в общем. До любого туза может отколить. И ему и валетов легче отколить здесь. То есть если это бланк, возьмем какой-нибудь, я не знаю, шестерка, там, девятка, крести, да, то на мою ставку большую ему с валетами, ой, как сложно придется. Ладно. Ну что, пацаны, пора делать стэк 4 миллиона. $4 миллиона у кого? 4500. Блин. Ну такое. Приятное. Ну да, даму мы не выбивали. Я думал о том, что там есть часть дам, которые сыграют чекбэк, но у него очень хорошая ставка на ривере получилась, потому что он так руки слабее дамы может поставить. Самое интересное, что я думал насчет 3-бета. Если бы мы сыграли 3-бетом, то у нас бы сейчас стэк был почти 5 миллионов, а так у нас стэк 2 миллиона. Ну, такое. Да, фигово, что не получилось, но на самом деле я не сильно переживаю. Конечно, кол напряг его на терне. Ставка отличная, да, на большую ставку я бы все-таки... На большую ставку я мог заколить, но вряд ли бы я зарейзил. Колить можно было бы заколить, да, подешевле бы вышло, конечно. Можно сдаться, в принципе, мы блочим какие-то его фолды и сдаться неплохо. У нас бы 4 миллиона осталось, но... Из расчета, что у нас есть какие-то 2 шестерки, дама X, 2 двойки, то есть у нас value рук в принципе достаточно, которые мы можем чек-рейзом сыграть. Ну и печаль моим оппонентам, если они решат на туз-даме или король-даме сразиться со мной. Так, ну фигово, что главный нит на флопе у нас затрибетил, но мы ничего не можем делать, просто пушим. И у него все равно тут много фолдов. Банк уже 630 тысяч, они нам пригодятся. Ну вот сейчас меняется, потому что это тоже не будет особо выделываться. Да, там есть какие-то туз-король, но там даже нету валетов, я думаю. Ну, там рейндж дамы, короли, тузы, туз-король. Я против такого рейнджа не готов ехать. Жалко, конечно, против этого бы мы запушили и забрали бы, наверное, 500 тысяч. Ну, что поделать. Рука сильнее была у чела, мы выбрасываем. Давайте, пацаны. Хорошо. Ну и здесь мы просто лынем. 93 человека. Удачи, ребята. Кому? Конечно же, TO373. Фу, напугали на терне. Ну и кол его, как бы, не сказать, что прям супер ожидаемый. 4 миллиона, все в порядке.
Блин. Нормально. Я как-то... Хотелось, конечно, что с валетом мы проиграли, да? Видимо, какому-то королю X. Хотелось возвраточку. Фу, ребята, ну все, 5 лямов. Отлично. Тяжело было. Такой банк. Сколько получается? Банк. 3 миллиона 600. Немало. Ну, будем фигачить, что? Потому что от этого не дождешься здесь какого-то блефа на 3 улицы. Вы в жопу, а я домой. Во. Короля скинул, что ли? И кто свалет. Ну, ок. Чё, неплохо. Через 9 человек будет pay-jump на 4000 долларов. Ну, а там дальше будем размачивать. Завтра мы будем играть до финалки, я думаю. На следующий день. Мы все еще в игре, мы идем 33 из 52. И даже мы уже один pay-jump прождали, 22 тысячи получаем. И я вам говорю, скоро мы переждем и второй. А у нас гадшот. Ну, наверное, колем одну-то. Люблю вас. Да, можем алын увидеть. Ну, я думаю, надо ехать здесь. У нас может быть какая-то девятка, с которой мы так поедем, чек-рейс. Типа мы с девяткой хватаемся за голову примерно в этот момент. Ладно. Алын, ребята! Вроде наши пока. Оверпар уже здесь нереально скинул. Если у него только какой-то блеф, то скинет. Флэш-дрон не скинет оверпару, нереально скинуть. Или реально, я думаю, нереально. Ну, калируй. Нам нужны твои фишки. Тут недорого. Оу, 0%, бро. Извини. Ух, сколько стек? 8 миллионов. Уровень босс. Бен известен под ником BenCB789. Уже много лет очень успешно играет СНГ и МТТ на самых высоких лимитах. В настоящий момент он больше времени уделяет тренерству и подготовке своих учебных видеокурсов. При просмотре его роликов на YouTube становится очевидно, что он знает, что делает, и день за днем работает над своей игрой. Мы обязаны откалывать как минимум еще одну. У нас бьет дама 10, которую Алын поставит. Блин, он, конечно, фигачит. Ну, неплохо, что мы блочим туз-король. Наверное, надо откалывать. Вообще не хочется. Есть! Фу! Бен, твой курс устарел. Это был нелегкий кол, ребята. Давайте еще раз посмотрим. Мы, во-первых, завели такую руку колом. То есть это важный момент. То есть у нас туз-король, двух королей, туз-король. Два короля, два туза, туз-король у нас редко, когда будет туз-валет, да. Флоп прекрасный. Терн прилично хуже. Там дофига рук, которые нас бьют. Нам ставят 1 400 000. Вздыхаем и говорим, ну, кол, давай показывай ривер. Ривер, король. Почему это хорошая карта? Потому что мы сразу же, этот король уменьшил количество комбинаций, его туз-король и два короля. Но ставка пипец просто. Ну, он надавливает на наши слабые туз-иксы и надавливает очень сильно. Но у нас один из лучших туз-иксов, которые мы откалываем, потому что мы блочим даму 10, два туза, понятное дело. Не блочим флэш-дро. Единственное, что у него не так много блефов, да, какие-то такие блефы он будет делать, но их не сказать, что прям очень много, и это нужно еще сделать. Но мы знаем, что у Бена себе уж точно есть яйца, чтобы это сделать и попробовать нас продавить. Потому что даже с туз-дамой нам, по идее, ну, нам ставят 3 700 000. Если мы проигрываем, у нас самый маленький стек в турнире остается, и мы сидим с поникшими глазами. Весь чатик пишет, типа, Глеб, это легкий пас был, ты чё не видел? В общем, похуй, кол, завози. Ну, близко. Прям очень близко. С этой позиции нам, конечно, с бата на это easy call. С этой
Блин, близко, близко, близко. Ну давайте, туз 7, мы на них раз выиграли. Я думаю, можем выиграть и второй раз. Изи. Миша Семин, тренер команды MVP, он научил недавно меня этой фишке. Говорит, туз 7, Глебас, никогда не выкидывай. Я вангую, ты будешь побеждать всегда. Я говорю, хорошо, Миша, есть еще какие-то уроки, которые ты хочешь мне преподать? Он говорит, нет, сначала выучи хорошо этот. Мастер хорошо тебя обучил. Миша, когда следующая тренировка с тобой? Я выучил урок. Будем жестко фигачить Эйп Стайлса. Один разик. Ну, конечно, сразу может сейчас пойти поливать. Но будем надеяться, что он спал. Закон. Поставим ставочку одну. Может быть, поставим и ривер. Ну, может выбросить туз валет, туз дама. Что у меня было, ребята? Тузы. Два туза. Парни, два туза. Все, успокойтесь, два туза было. Два туза, конечно. На чем еще я могу играть? Так, ребята. Блин! Жесть. Фу, жесть. Мы заколили Севенс, ребята. Севенс. Мы поймали Севен. Нам чекрейс. Мы кол. Терн не очень приятный. Не факт, что мы здесь выиграем. Но смотрите, что происходит. Туз 10, банк 10 миллионов. У него 20, мать его, процентов всего лишь. И ривер. Мы, к сожалению, откатываемся на 7 место. А так бы мы были, знаете кем? Чип-лидерами этого турнира с 27 миллионами. Ну или второе место. Мы все еще в турнире. И мы все еще со стеком 17 лямов. Могли мы сыграть как-то по-другому? Кол супер стандартно, 3-бет плохо. Флоп, блин, чувак просто пошел с туз 10. Но это не так плохо. Но терн на самом деле, ну у меня здесь мало рук, которые хуже его. Когда я ставлю all-in, он думает, мать его, надеюсь, у меня есть хотя бы несколько процентов. Да, 20 у тебя было. 10 лямов это все равно большой стек. Ладно. Уровень босс. Эпи Стайлс широко известен в узких кругах как профессиональный покерный игрок с суммарными призовыми более 15 миллионов долларов за карьеру. Соавтор революционной серии книг по покеру, одерживаем победу в покерных турнирах Winning Poker Tournament One Hand at a Time. Покерный локомотив, который невероятно тяжело остановить. На флешдроу вообще не похоже. Часть флешдроу, конечно, чекнет. Блин. Нам сложно без флеша. На самом деле можно заколить. Но, наверное, я не готов. Почему я не нажал? Почему я не нажал кол? Фигово, что таймбанка нет. Если честно, по чуйке хотелось заколить. Просто так не хотелось флеш увидеть. Там у него блефов легко придумать, какие-нибудь туз валет, туз 10, которые он может так сыграть с одной червушкой. Но в то же время и флеши у него могут так сыграть. Все флеши могут так сыграть. Конкретно против него, учитывая всю ситуацию, я реально совершил ошибку. Здесь не заколев. Если бы я на стриме увидел флеш, который тоже всегда так сыграет, здесь мы можем на 100% утверждать, что нацевый флеш сыграет так, в 100% случаев. Он не будет колить, он будет all-in. Но мы не справились. Не справились с колом. Мы сделали типа крутой пас, который оказался на самом деле неправильным. Прям мышка была на коле, знаешь, типа, вот мысль такая, да пофиг, чувак, сет. Коль, у него там есть блефы. Типа, проиграешь, так проиграешь, ничего страшного. Тоже нельзя сильно прям расстраиваться. Я расстроился сильно. Ну, мы проигрываем только двум рукам, 2 десятки, 2 валета.
Не, лын 28 блайндов. Блять. Это пиздец. Это пиздец. Ну, 568 тысяч. Ну, мы не можем выбросить, но это пиздец, если там какой-нибудь 2 короля. Надо. Ну, там, да, 2 валета, 2 десятки. Игра окончена. Мы зафолдили, в общем, сет на 3 флеш-доске, когда на ривере поставили ставку, нам поставили он. Заняли 23 место. Не так плохо, да, типа, скажете, глибас, типа, блин, хороший результат. На самом деле, плохо. Не забывай подписываться на канал, а также ставить лайк этому видео. До новых встреч. ТДХ Покер.